подписчики, с вами Военный обзор, и сегодня мы обозреваем комплект снаряжения военнослужащего 129-го гвардейского мотострелкового полка на момент участия в первой чеченской кампании 1994-1996 годов. Примечание. При удалении некоторых знаков различия данный комплект снаряжения будет котироваться на реконструкцию собирательного образа мотострелка на первую чеченскую кампанию. Начнем с военной формы одежды. Первым делом рассмотрим рубашку. У нее 2 нагрудных кармана, 2 в нижней части, 2 на рукавах. В летнее время делается летняя разглажка воротника и закатываются рукава под срез карманов. На рубашке закреплены следующие знаки различия. Шеврон Вооруженных сил России образца 1992 года с прямым флажком. Петличная эмблема сухопутных войск СССР зеленая. Советский гвардейский значок маленький. Большая нашивка Миротворческих сил России с желтой пластизолью. Также делается подшива под воротника. Рубашка подпоясывается солдатским ремнем с латунной бляхой, и бляха начищается пастой Гои. Теперь я расскажу про брюки. Значит, у брюк с каждой стороны по накладному карману и по внутреннему. С правой стороны есть карман для смертного медальона. Брюки подпоясываются ремнем с 2 полукольцами. Также вот есть тренчик. Брюки заправляются в берцы. Здесь представлены крокодилы образца 1990 года. Предполагается ношение портянок, так как эти ботинки очень дубовые. Здесь они у меня уже разношены. Использовать следующие типы головных уборов. Это общевойсковой берет в расцветке барвиха с кокардой солдатской СССР и уголком в виде российского флага. Также основным головным убором в 129-м гвардейском мотострелковом полку была кепка общевойсковая в расцветке барвиха с нашивкой Миротворческих сил вместо кокарды. При реконструкции собирательного образа мотострелка на первую чеченскую кампанию возможно ношение кепки с обычной зеленой советской кокардой диаметром 24 мм. Также в кепке переносится аварийный запас ниток: черный, зеленый, белый и на 129-й полк синий с иголкой. Теперь перейдем к снаряжению. В снабжении 129-го гвардейского мотострелкового полка были следующие предметы вещевого имущества. В качестве предметов вещевого имущества представлены общевойсковая плащ-палатка с кожаными люверсами с шнуровочной веревкой, ремень шинельный или же брючный, котелок общевойсковой с эмалированной кружкой и столовой ложкой, также солдатский вещмешок, фляга общевойсковая в чехле, 4-секционный подсумок для магазинов от автомата АК-74, зимние портянки, 2-секционный гранатный подсумок. На вещевом имуществе типа вещмешки, чехлы и подсумки пришиваются плашки. На плашке указывается воинское звание, фамилия и инициалы. Размер плашки 27 на 49 мм. Пришивается уголком, квадрат 5 на 5 мм. Из медицины представлены ИПП, индивидуальные перевязочные пакеты, армейская индивидуальная аптечка АИ-4 и жгут Эсмарха. В комплект формы одежды номер 5 входит общевойсковая зимняя форма в расцветке барвиха, состоящая из бушлата,
бушлате, так же как и на летней форме, присутствуют 2 нагрудных кармана, 2 поясных кармана и по накладному карману на каждом рукаве. Бушлат подпоясывается, опять же, солдатским ремнем с латунной бляхой. Также на левом кармане нашит шеврон Вооруженных сил Российской Федерации образца 1992 года с прямым флагом, гвардейский значок и нашивка Миротворческих сил на зимней форме отсутствовали. Для защиты от непогоды у бушлата поднимается воротник. И он застегивается. И ватных штанов. Также носится зимняя шапка-ушанка общевойсковая солдатская с советской кокардой диаметром 24 мм, зеленая. Также зимой используется подшлемник общевойсковой из верблюжьей шерсти, который дошел еще со времен Великой Отечественной войны. Теперь перейдем к средствам индивидуальной бронезащиты. Представлены стальной шлем образца 1968 года СШ-68 с надетым на него сетчатым чехлом. Со шлемом можно носить бандану, она же армейская медицинская косынка в расцветке олива. Также представлен общевойсковой штурмовой бронежилет 6Б5-15 «Шушон». Имеет клеймение на заднем чехле и на переднем чехле. С бронежилетом используется либо специальный бронежилетный ремень, либо простой офицерский ремень с штампованной пряжкой, либо с литой. Из пиротехники используют следующие предметы. Дымовые гранаты РДГ-П для постановки дымовой завесы в непосредственном контакте с противником. Дымовые шашки РДГ-2, Б, Ч и Х, здесь представлена белая. Осветительные ракеты РСП-30 двухзвездные зеленые и РП-30 однозвездные белые увеличенной дальности. Также использовался наземный сигнальный патрон НСП. Здесь он представлен в красном исполнении. Теперь перейдем к вооружению бойца. Здесь представлен автомат АК-74С в полностью сливовом обвесе. Укомплектован однокарабинным ремнем 6Ш5. Приклад рамочно-металлический. Из холодного оружия представлены штык-нож образца 1974 года 6Х4. И штык-нож 6Х5 сливовый образца 1989 года. Также в качестве оружия в ближнем бою могла использоваться малая пехотная лопата 50-сантиметровая МПЛ-50. Из гранат представлены 3 оборонительные гранаты F1 и 1 оборонительная граната РГО. Примерно вот так выглядит полная выкладка бойца 129-го гвардейского мотострелкового полка. В полевых условиях автомат Калашникова дорабатывался силами личного состава, а именно на приклад наматывался жгут эсморока, и внутрь приклада вкладывали ИПП. Вместо штатного крепления штык-ножа на поясном ремне бойцы носили штык-нож на регулировочной стропе бронежилета, чтобы штык-нож было легко извлекать для мгновенного оборонительного действия в ближнем бою. Бронежилет подпоясывался офицерским ремнем или специальным бронежилетным ремнем, который шел в комплекте. В подсумки под магазины укладывались как сами магазины, так и осветительные ракеты.
На поясном ремне расположен четырехсекционный подсумок для магазинов к автомату Калашникова АК-74. Фляжка, двухсекционный гранатный подсумок, в задний карман укладывались гранаты. В спинном кармане укладывалась плащ-палатка со шнуровочной веревкой и дымы. На этом все. С вами был военный обзор. Подписывайтесь на наш канал и ждите дальнейших выпусков. До новых встреч! Если во время просмотра у вас появились какие-то вопросы по теме, то милости просим посетить нашу группу ВКонтакте и соответствующую запись на стене. Кручивается, кстати, даже бодрее, чем это.